Всем привет, друзья! Несмотря на сложную ситуацию в мире и застой в киноиндустрии, мне все же удалось собрать подборку самых ожидаемых фильмов, которые порадуют вас в ближайшее время. Как всегда, лаконично, оперативно и очень интересно о новинках кино вы можете узнать на моем канале. Поэтому не забываем подписываться, лучший канал о кино как-никак. Погнали! Молодежная приключенческая фантастика «Любовь и монстры» поведает о событиях, произошедших через несколько лет после монстр-апокалипсиса, когда на Землю напали ужасные монстры. Вредоносное чудище самых разнообразных форм и размеров загнали остатки человечества под Землю, где те и скрываются от новых хозяев планеты. Однажды Джоэл узнает, что его давняя подруга и любовь Эмми жива и находится в другой колонии, в 80 милях от него. Наплевав на опасность, в компании найденного пса, парень отправляется к ней. О, это было круто. Я чувствую себя Томом Крузом. В последнее время научная фантастика в кино встречается все реже, но Австралия продолжает регулярно радовать нас недорогими, но хорошими фильмами в этом жанре. На сей раз это картина 2067. Петля времени. 2067 год. Добро пожаловать в мир, где царит хаос. Исчезли леса и растения, вымерли дикие животные, а люди оказались на грани вымирания из-за отсутствия кислорода. И тут неожиданно из будущего приходит послание, гласящее: «Отправьте Итана Уайта». Кто такой Итан Уайт, где он живет и правда ли он последняя надежда человечества? Ничего не изменить! Кто это придумал? Другого пути нет! Вот она, петля времени. Так это все не ради спасения мира. Друзья, ну и напоминаю, что 6 сентября вышел сиквел фильма про Максима Шугалея, экранизации реальной истории про российского социолога, которого власти Сирии похитили и поместили в частную тюрьму. Первая лента стала настоящим социальным взрывом, ее весьма тепло встретили как критики, так и зрители. Атмосферная, отлично срежиссированная картина с прекрасными актерами, однако больше всего внимания отведено именно основанному на реальных событиях крепкому сюжету, который затрагивает очень важные темы. Для тех, кто не знает, социолог Максим Шугалей еще в мае 2019 года поехал в Ливию по приглашению местных властей, где его незаконно задержали и посадили в тюрьму, без какого-либо обвинения. Там он и содержится по сей день. Нечеловеческие условия и пытки, трудно даже представить, что переживает Максим. К сожалению, все дипломатические попытки добиться его освобождения провалились. Я сам, посмотрев фильм, просто не мог поверить, что показанное может происходить в реальной жизни. А ведь, если подумать, Максим наверняка не единственный русский, попавший в переплет за границей. Но, пожалуй, именно этот случай самый вопиющий и шокирующий, и Максима надо обязательно вытаскивать. А какое самое лучшее оружие против беспредела террористов? Это огласка. Покажите свою активную гражданскую позицию, делитесь историей о Максиме в соцсетях, поддержите флешмоб с хэштегами «Свободу Шугалею», «Шугалей» и «Шугалей 2». И, разумеется, смотрите вторую часть, фильм уже в онлайн-кинотеатрах. Все это привлечет внимание к истории и поспособствует его освобождению. Друзья, за время своего пребывания в Ливии Максим стал настоящим национальным героем. Таких надо знать в лицо, и ни в коем случае нельзя бросать его на произвол судьбы. Будем же едины. Комедийный хоррор от режиссера «Счастливого дня смерти» под названием «Дичь» поведает о 17-летней Милли Кеслер, обычной школьнице, которая всего лишь пытается выжить в жестоком подростковом школьном мире. Ну а когда она оказывается мишенью мясника, местного серийного убийцы, жизнь становится окончательно невыносимой. После того, как волшебный кинжал мясника погружается в ее тело, Милли меняется с ним местами. И теперь у нее есть всего 24 часа, чтобы вернуть все обратно, или она навсегда окажется запертой в теле маньяка. Только не ори. Ау! Прекрати, это я, Милли! Справа, слева, зажигай, хвосты кверху, Блисфилд Хай. Ну? Верни мое тело. А ты забери.
Также примечательным проектом станет высокобюджетная, по корейским меркам, приключенческая фантастика «Космический корабль Победа». Действие картины разворачивается в 2092 году. Команда космического мусороуборочного корабля «Победа» бороздит просторы вселенной. Красавица-капитан, вечный нищеброд, матерый космонавт и умный робот. Однажды они находят человекоподобного ребенка, который, как выясняется, является оружием массового поражения. Наши герои решают разнообразить свою унылую жизнь и извлечь из ситуации выгоду. Сегодня в топе прям много научной фантастики. Нас ждет еще одна картина в этом жанре – «Грань времени». Действие ленты происходит в Новом Орлеане. Старые друзья Стив и Деннис работают в бригаде скорой помощи по ночам. В основном в их смену ничего не происходит, скучная работа, рутина, никаких приключений. Но все меняется, когда друзья приезжают на вызов, связанный с употреблением синтетического наркотика синхроник, который имеет невероятный побочный эффект. К тому же дочь Денниса исчезла после приема этого вещества. Наконец, на экраны возвращается суровый Лиам Нисон, на сей раз, чтобы разобраться с продажными копами в фильме «Честный вор». Том Картер – успешный грабитель банков, который хранит все награбленное, аж 7 миллионов долларов, как ни странно, тоже в банке. Так продолжалось бы и дальше, если бы не Энни, сотрудница того банка, изменившая его мировоззрение. Теперь он хочет жить спокойной жизнью и даже решает отдать украденные деньги ФБР в обмен на смягчение приговора. Но в какой-то момент продажные копы решают забрать эти деньги себе. Эй, я ведь сдаюсь. ФБР, откройте! Что здесь про... Моя девушка. Она здесь ни при чем. Агент Нивенс, я иду за тобой. И опять же, кому как не Австралии радовать нас фантастикой в это непростое для кинематографа время. Монстры человека. Согласно сюжету, крупная корпорация, занимающаяся производством роботехники, заручившись поддержкой продажного агента ЦРУ, решает провести незаконную, несанкционированную военную операцию, чтобы продемонстрировать их отличные боевые качества для получения крупных контрактов. В качестве полигона для испытаний они выбирают скрытый лагерь наркоторговцев, но хорошо продуманный план дает трещину. Комедийный детектив с элементами ужасов под названием «Хэллоуин Хьюби» поведает о жителе городка Салем Хьюби Дюбуа. Он добродушный парень и большой фанат Хэллоуина, а также неудачник и объект насмешек для взрослых и детей. И вот в эту торжественную ночь в городе и вправду начинают происходить странные вещи. Разумеется, Хьюба сообщает об этом в полицию, что монстры реальны и люди исчезают по-настоящему. Но, как обычно, ему никто не верит, а значит, мужчине придется самому выступить против зла и спасти всех. Это вы? О, нет. Полиция Салема? Офицер, это Хьюби Дюбуа. Основанная на реальных событиях лента «Суд над Чикагской семеркой» расскажет о знаменитом судебном процессе, приковавшем внимание американской публики в 1969 году. Годом ранее участники несанкционированного антивьетнамского карнавала прервали съезд Демократической партии. В итоге протест вылился в стычку с полицией, демонстранты швырялись в полисменов камнями и получили в ответ слезоточивым газом. 7 участников беспорядков предстают перед судом по обвинению в заговоре против американского правительства.
Наконец, вышел трейлер сиквела моего самого любимого мультфильма «Семейка Крудс. Новоселье». По сюжету Крудсам нужно найти новое жилье. Отправившись в опасное путешествие, они его обнаруживают. Идиллический рай, где есть все необходимое, но есть одна проблема. Там уже живет другая семья, Беттерманы, которая находится на пару ступеней выше Крудсов в эволюционной цепи. Тем не менее, они принимают Крудсов в качестве первых гостей. Однако вскоре между семьями обостряется напряженность, ведь у них совершенно разные взгляды на жизнь. Боевой круг! Народ, вы не поверите, что я Прости, милый. Мы думали, ты хищник, который хочет нас убить. Никогда не извиняйся за эффективный боевой круг. Что же касается фильмов ужасов, самым примечательным в ближайшее время может стать хоррор под названием «Давай поиграем». Согласно сюжету, мальчик по имени Оливер страдает аутизмом, в результате чего он не очень любит проводить время со сверстниками. Вместо этого его лучшие друзья – это планшет и телефон. У Ларри тоже нет настоящих друзей, и он очень хочет подружиться с Оливером. И все бы ничего, но Ларри – злая потусторонняя сущность, которая жаждет пробраться в этот мир с помощью мобильных устройств. Не обойдем вниманием яркое и, судя по всему, недешевое китайское фэнтези под названием «Мастер Инь и Ян». Сюжет фильма основан на мобильной видеоигре Инмайоуджи и поведает о двух волшебных мирах, где бок о бок живут люди и монстры. Желая защитить свой город, главный герой Цин Мин заключает договор с группой монстров, чтобы те помогали ему с охраной. Но вскоре новым товарищам предстоит столкнуться с неведомой угрозой. Летающие войны, боевая магия, опасное чудовище – здесь все то, чего мы ждем от китайского фэнтези. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!